Машка росла, что тот сорняк. Никто за ней не ухаживал, не взращивал, не вкладывал душу. Из одежды доставались обноски, порой такие ветхие, что сквозь ткань проглядывали тощие коленки, а обувь вечно просила кашу. Чтобы не заморачиваться с косичками, мать стригла девочку под горшок, но волосы не хотели лежать аккуратно и всегда стояли торчком. В садик Машка не ходила. Может быть, ей и хотелось, но родителям было не до девочки. Все их заботы сводились к одному – где добыть очередную бутылку водки. Пока отец с матерью искали выпивку, девочка пряталась в соседних подъездах, ибо давно поняла, что лучше в это время на глаза им не попадаться, а если не удавалось скрыться, потом приходилось прятать синяки. Отец и так не отличался добрым нравом, а когда хотел выпить, становился просто бешеным. Соседи вздыхали, жалели Зинку беспутную, мать девочки, которая и раньше вела не слишком добропорядочную жизнь, а уж как связалась с уголовником, так и вовсе опустилась. А Машеньку им было жальче всего. Мыкалось дитё непрекаянное, росло дикаренком. А что они могли поделать? Подкармливали девочку, одевали. Да только те вещи, что получше, мать продавала и пропивала. Так и ходила Машка в обносках. Пришло время, и девочка пошла в школу. Учиться ей понравилось, да и учеба легко давалась. Маша старательно выводила буквы, тянула руку, отвечала на уроках, записала в школьную библиотеку и читала книги взахлеб. Яркий новый мир открывался перед девочкой, и как же не хотелось ей возвращаться в реальность. А вот отношения с одноклассниками не складывались. Другие дети сторонились бедно одетой и немного странной девочки с дурацкой прической, которая внятно разговаривать начинала только когда отвечала на вопросы учителя, а в другое время терялась, бледнела, ее тоненький голосок дрожал. Шуток она не понимала, в шалостях никогда не участвовала, да еще родители наказывали им не дружить с дочерью беспутной Зинки, а то вдруг заразу какую подхватят. Сначала одноклассники прозвали Машу заразной, а потом убогой. Прозвище приклеилось, и лет через 5 никто не звал девочку по имени, а только так – убогая. Учителя к Маше относились двояко. С одной стороны – одаренный ребенок, отличница и даже гордость класса, но с другой – дочь алкоголиков, которых видели пару раз, и то, когда девочка училась в начальной школе. Понимали прекрасно, что заступиться за Машу некому, а идти против детишек полезных родителей им не хотелось. Вот и закрывали глаза на то, что дети откровенно троллили девочку. Но ведь это жизнь, не так ли? Кому-то все, а кому-то ничего, рассуждали они. У Маши было тайное место, где она пряталась от всех и где могла почувствовать себя, если не счастливо, то хотя бы спокойно и безопасно. Там не было жестокого отца, насмешек одноклассников, стыдливо прикрытых учительских глаз. В старом парке на берегу пруда стоял высокий столетний дуб, под тенью которого девочка устроила себе убежище, где проводила все свободное время, читала книги или просто мечтала, а порой здесь она делала уроки или даже ночевала, когда отец особенно буйствовал. Компанию ей составляли лишь бездомные собаки и кошки, с которыми Маша делилась своей нехитрой едой, добытой в школьной столовой. Отец умер, когда девочке исполнилось 14. Однажды он напился, упал в сугроб и замерз. Никчемная жизнь и закончилась бездарно. На похоронах были только Зинка и Маша. Девочке было ужасно стыдно, что кроме облегчения она не чувствовала больше ничего, а вот мать рыдала и рвала на себе волосы. После смерти мужа Зинка окончательно свихнулась. Периоды небольшого затишья сменялись буйными припадками. Мать давно не работала, а все ее желания и интересы сводились только к алкоголю. Она даже не всегда узнавала собственную дочь, и девочка после школьных уроков начала подрабатывать, чтобы хоть как-то свести концы с концами.
Маша мыла подъезды во всех соседних домах, и многие жильцы, знавшие ее историю, иногда давали мелочь сверх заработка. Если удавалось хоть немного подкопить, то на эти деньги девочка покупала книги по медицине. Она мечтала стать врачом и верила, что когда-нибудь сможет помочь своей матери справиться с зависимостью. А в классе ситуация только ухудшилась. Одноклассницы, прознавшие про Машину подработку, откровенно издевались. «Что, убогая, бежишь подъезды отмывать?» Неслись ей вслед злые слова первой красавицы класса Регины и издевательский смех ее свиты. Маша давно научилась пропускать издевки мимо ушей, не обращать на них внимания, но несправедливость всякий раз отзывалась болью где-то глубоко внутри. «Что я им сделала?» – спрашивала она у тощей дворняги, доверчиво привалившейся к ногам девушки и щурившейся от яркого весеннего солнца. «Почему они так со мной? Разве это правильно – издеваться над другими людьми?» Собака только жмурилась, а Маша обнимала ее и долго сидела так, впитывая тепло и ласку, все то, чего она всегда была лишена в человеческом обществе. А потом случилось это. В 10 класс в их школу пришел новый ученик, Вадим Новиков. Юноша из хорошей семьи, спортсмен и призер многочисленных соревнований, к тому же почти отличник. Он был спокойным и немногословным, а еще высоким черноволосым красавцем, в которого тут же влюбились все девчонки школы от мала до велика. Не избежала этой участи и Маша. Каждый раз, когда Вадим входил в класс, ее нежное сердечко начинало неистово колотиться, щеки заливал предательский румянец, а лоб покрывался испариной. Девушка опускала глаза и склоняла голову, молясь про себя, чтобы никто не заметил, как она дрожит. Но разве можно скрыть такие сильные чувства? Конечно же, одноклассники заметили, как менялась Маша в присутствии Вадима, но большинству на это было наплевать. Только не Регине. Та тоже положила глаз на новенького и всячески старалась привлечь его внимание. Ее одежда стала еще шикарнее. Макияж, маникюр, аксессуары, духи, обувь – все было подобрано со вкусом и просто кричало о приличном достатке. Девушка всякий раз, словно случайно, оказывалась рядом с Вадимом. Первой начинала разговор, брала его под руку. Одноклассницы и не пытались перейти ей дорогу, зная ее злой язык и отвратительные манеры. На ее фоне Маша казалась даже не серой мышью, а вообще невидимкой. И Регина была уверена, что уж здесь-то ей точно ничего не угрожает. Кто вообще может заметить убогую? Однажды Маша опоздала на первый урок, потому что с матерью случился очередной припадок, и девушке стоило больших трудов ее успокоить. Маша прибежала в школу к началу второго урока, второпях выложила учебники на парту и случайно уронила книгу по психиатрии, которую недавно взяла в городской библиотеке. Как назло, книга упала прямо к ногам проходившей мимо Регины. «И что тут у нас?» – распевно начала она. «Какой-нибудь бульварный романчик?» «Отдай!» – протянула руку Маша. «Сначала я посмотрю, что это», – насмехалась красавица. «Ух ты, психиатрия! Да ты не только убогая, а еще и психбольная, как твоя пьяница-мать!» И Маша не выдержала. Закрывая рот рукой, чтобы сдержать крик, девушка выскочила в коридор, толкнув при этом вошедшего в класс Вадима. Она не слышала, что прозвенел звонок, не видела недоуменного взгляда учителя биологии, не слышала язвительного хохота одноклассников. Схватив латаное пальтишко, девушка побежала в парк, к старому дубу, где, упав на колени прямо в снег, прижалась к стволу дерева и, наконец-то, дала волю слезам. Когда-нибудь, но все заканчивается. Закончились и Машины слезы. Девушка сидела, прижавшись к старому стволу, и с тоской смотрела на озеро, которое было покрыто тонкой корочкой прозрачного льда. Безрадостные мысли крутились в голове, заставляя сердце болезненно сжиматься. Как ей хотелось прокричать обидчице в лицо,
что она жестокая и бессердечная, что никто не имеет права унижать другого, но не могла. Сколько пыталась это сделать, и каждый раз терпела неудачу. «Я и в самом деле убогая», — думала Маша. Внезапно что-то темное, почти в самой середине озера, привлекло ее внимание. Приглядевшись, девушка увидела собаку, медленно бредущую по тонкому льду. Маша поднялась, подошла к самому краю берега и тихонько позвала: «Иди сюда, собачка, иди!» Собака подняла голову и посмотрела на Машу. Тут лед треснул, и пес провалился в ледяную воду. Девушка вскрикнула. Она видела, как собака, пытаясь выбраться на лед, каждый раз снова соскальзывала в воду. Маша кричала с берега в безумной надежде, что это как-то поможет, но все было напрасно. Через какое-то время стало понятно, что животное явно теряет силы и долго продержаться не сможет. И Маша, скинув пальтишко и сапожки, распласталась на тонком льду и поползла. Чувства обострились до предела. Девушка боялась, что не успеет доползти, и собака утонет. О себе в тот момент она совершенно не думала. Главным было суметь спасти того, кому в 100 раз хуже. Еще чуть-чуть, еще совсем чуть-чуть, и Маша смогла дотянуться рукой до загривка собаки. В тот самый момент, когда девушка схватилась за шерсть, лед треснул под ней самой. Ледяная вода обожгла и вытолкнула из груди остатки воздуха. Маша неудачно вздохнула брызги и закашлялась. Собака отчаянно барахталась рядом. Здесь до дна было довольно глубоко, и девушка не могла встать на ноги. Кое-как она пыталась двигаться к берегу, одной рукой отталкивая лед, а второй стараясь удержать дрыгающуюся собаку. «Успокойся», — хрипела она, — «а то так и потонем вместе». Собака билась все медленнее, но и медленнее двигалась Маша. Холод делал свое дело, забирая остатки тепла. Почувствовав дно под ногами, девушка на миг приободрилась. Но только на миг. Окоченевшие руки уже не могли удерживать пса. Сил двигаться тоже не осталось. Маша почти смирилась, что вот так бездарно сейчас закончится ее не слишком радостная жизнь. Жалко ей было только мать и гибнущую сейчас рядом собаку. Внезапно чьи-то руки схватили Машу за ворот свитера и с силой рванули вверх. Вскрикнув, девушка увидела, что рядом вверх взлетел и пес. Уже через мгновение оба обессиленно сидели на берегу и тряслись от холода и пережитого ужаса. «Маша, вставай!» — услышала девушка знакомый голос. «Тебе нужно немедленно согреться. Я живу рядом, пойдем. Моя мама врач, и она сейчас дома. Заодно посмотрит, может, тебе помощь медицинская нужна». Девушка подняла глаза и увидела обеспокоенное лицо Вадима. Рядом валялась его куртка, а сам он был мокрым с головы до ног. «Вставай, вставай, а то так насмерть замерзнуть можно», — торопил ее юноша. «А как же она?» — посиневшими губами прошептала Маша, указывая на собаку, которая без сил лежала рядом. Вадим, недолго думая, поднял пса на руки. «И ее возьмем. Пошли». На следующий день Маша и Вадим пришли в школу вместе. Увидев подобное, Регина подскочила к юноше и, указывая на Машу, со злобой проговорила: «Ты серьезно? Она же убогая». «Убогой может быть только душа», — спокойно сказал Вадим. «Сколько ее не маскируй красивыми тряпками или красками, скрыть не получится. И чем сильнее пытаешься, тем ярче эту убогость становится видно». Регина не нашла, что ответить, и, задыхаясь от злости, выбежала из класса. Одноклассники молчали, глядя на происходящее. Вадим помог Маше приготовиться к уроку и сел рядом. А Маша впервые почувствовала, что у нее появился кто-то, на кого можно опереться и кому можно попытаться довериться. А еще ее ждала Линда, та самая спасенная собака, которую приютили Вадим и его семья. Жизнь повернулась к ней совсем другой стороной,
И теперь Маша знала, что у нее все будет хорошо. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.